Друзья, всем привет-привет! Сегодня видео аж 4 в одном. Начнем. Первая полезность. Давно я говорил, что не выкидываю и собираю металлическую стружку. Вот она, целая пластиковая ведерко. Так, эту стружку в стеклянную тару, даже немного утрамбовал ее. Ну, где-то примерно до половины. Все это заливаю соляной кислотой. Нет соляной кислоты? Далее все расскажу, где взять. Железо взаимодействует с соляной кислотой, проявляя восстановительные свойства. В результате реакции образуется соль, хлорид железа 2, и выделяется бесцветный газ, водород. Меры безопасности. Перчатки, защита органов дыхания, защита глаз, проветриваемое помещение. Мне же просто неудобно снимать в перчатках. Я очень аккуратен. Реакция шла, и стояла это у меня, наверное, дней 5, а то и 6. Металлическая стружка растворилась вообще вся. Теперь фильтрую. Обычная воронка и ватный диск. У жены умыкнул парочку. Осталась куча мусора. Как в воронке, так и в стакане. Кстати, до перекиси я добавил еще немного соляной кислоты. Миллилитров 10, наверное. Маленькими порциями добавлял перекись водорода. До момента, пока не прекратилась реакция. Ушло баночки 3, наверное. Все, с этим готово. Второй способ хлорного железа посмотрел в сети. Хотел его тоже попробовать. Также чуть кислоты, и вместо перекиси водорода надо прогнать воздух через раствор. Пауэрбанк, компрессор и трубочка от капельницы. Прогонял примерно часов 6. Наверное, перебор. Тестить оба раствора буду на макетной плате. В первом растворе медь протравилась минут за 25, а вот во втором всего за 5. Хлорид железа оказалось очень легко и просто сделать. Снимать хромирование, травить печатные платы, травить клинки ножей, пассивировать сталь и так далее. Много применения. Вторая полезность. Где взять соляную кислоту? Поможет соль. Понадобится соль обычная, поваренная с кухни. Граммов 200 или 9-10 чайных ложек. В кофемолке молю их помельче. Так будет быстрее реагировать. Но можно и не молоть. Просто будет чуть дольше. Отмерил пол-литра серной кислоты. Обычный автомобильный электролит из автомагазина. В стандартную пластиковую бутылку засыпаю соль. И туда же заливаю электролит. Опять же не надо забывать о мерах предосторожности. Это же все-таки кислота. Стояла бутылка примерно сутки. Периодически я ее так взбалтывал. И было уже заметно, что больше ничего не растворяется. Потом фильтрация. И решил схитрить. Попробовать положить все это в морозилку. Типа лайфхак, чтобы все лишнее замерзло. Даже включил на суперзаморозку. Короче говоря, лайфхак не прокатил. Но выпали кристаллы гидросульфата натрия. Он не нужен, поэтому еще разок фильтрация. С ней отлично справляется все тот же ватный диск. Для проверки в пробирку немного отливаю получившуюся соляную кислоту. И бросаю туда маленький кусочек чистой меди. Как видно, реакция не идет и не должна. И до кучи туда бросаю кусочек цинка. Пошла реакция. Образуется хлорид цинка с выделением водорода. Кстати, маленький лайфхак. Хлорид цинка – это не что иное, как продаваемая паяльная кислота. Все, соляную кислоту получил. Третья полезность. Для этого забежал в соседний садоводческий магазин. Там самая доступная химия не только для садоводчества, но и для мастерской. Взял упаковку кальциевой селитры, она же нитрат кальция. Молоть в кофемолке я ее не стал, она и так неплохо растворяется. На кухонных весах отвесил примерно 450 грамм этой селитры. Далее все это в пластиковую бутылку. И туда же примерно 600 мл аккумуляторного электролита, он же серная кислота. У меня немного не хватило, я потом за кадром добавил еще 150. В бутылке получилась достаточно густая каша. При добавлении серной кислоты к нитрату кальция получается азотная кислота и сульфат кальция. Сульфат кальция, по большому счету, это обычный алебастр или гипс. Он выпадает в осадок, но очень медленно и неохотно. За сутки отстоялось совсем чуть-чуть азотной кислоты. Я просто решил отфильтровать ее. Кашу в воронку, и иногда перемешивая, из половины раствора накапало миллилитров 200. Конечно же, надо не забывать про безопасность. А то вот, кусочек уронил на верстак. Вторую половину не стал фильтровать, просто у меня есть уже эти кислоты. Что-то делал сам, что-то покупал. Для проверки снова часть азотной кислоты перелил в пробирку и туда бросил маленький кусочек меди. Реакция есть, азотная кислота готова. Остается четвертый, последний, но самый крутой рецепт. Все получается дешево, сердито и качественно. В нескольких видео я делал ножи и выбрал для себя интересное и красивое оксидирование металла. Оно несложное и выглядит очень красиво. Цвет глянцевый черный хром с перламутровыми переливами. Я не часто делаю ножи, но все же их делаю. Если есть какая-нибудь интересная идея по их созданию. Много комментариев было и по ножу для выживания. Не только по его необычной конструкции и возможностям и ножнам,
Ну и по воронению металла. Покрытие показало себя весьма неплохим, стойким к нагрузкам и устойчивым к ржавчине. Сначала оксидировать я пробовал преобразователем ржавчины. Там содержится ортофосфорная кислота. Но мне не понравилось. Покрытие было матовым, а мне хотелось именно глянцевое, не такое, как у всех. И я оксидировал металл жидкостью на основе диоксида селена. Потом после чернения пробежался воском для пропитки им образовавшегося оксидного слоя. Также сделал и в последнем видео, но вместо воска было масло. Как показала практика, в зависимости от марки стали получаются разные оттенки. Также варьируется и скорость оксидирования. За несколько обработок получается весьма симпатичненько. На всякий случай, вдруг кто не видел, ссылки на полные видео по изготовлению этих ножей я оставлю в описании под видео. Итак, для состава химического воронения потребуется совсем немного. Дистиллированная вода. Я брал в автомагазине. Стоит копейки. Ее там нужна самая малость. Примерно 60 мл. Или 60 грамм, кому как нравится. В качестве первого компонента купленный в садоводческом магазине медный купорос. Его понадобится всего 6 грамм. Он хорошо растворим в воде, и при недолгом перемешивании кристаллы быстро растворяются. Второй и третий компоненты – это азотные и ортофосфорные кислоты. Обязательно использовать средства защиты. Перчатки, очки, вытяжка. Вы сами все знаете. Мне просто неудобно снимать в перчатках. Буду аккуратен. Кислоты купил по объявлению, по 200 рублей за литр. Теоретически их можно заменить на соляную кислоту со строительного рынка. Немного замедлится скорость оксидирования. У нас она продается там же, где продают краски и растворители. Каждой кислоты по 5 мл. Основным компонентом является оксид селена или его водный раствор селенистая кислота. У меня есть только оксид. Штука весьма и весьма неполезная, особенно в сухом виде. Здесь уже обязательно и перчатка, и вытяжки, и респиратор. Стоит оксид селена весьма недешево. За 20 грамм я отдал 300 рублей. Хорошо, хоть расход его маленький. Раствор получается весьма концентрированный, и по желанию его можно разбавить дистиллированной водой. Рецептов такого холодного воронения достаточно много. На подобной основе сделана жидкость для воронения, продаваемая в охотничьих магазинах. Балистрол. Специально для видео я купил пузырек подобной жидкости. Жидкость называется грач. Пузырек всего 25 мл, но расход его маленький. Он также на основе оксида селена. Друзья, как всегда, вы сами знаете, что делать. Если понравилось, лайкос, подписка, колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные видео. Не забывайте про комменты. Все полезные ссылки на всякий случай оставлю в описании под видео. Друзья, здоровья и добра вам и вашим близким. Спасибо вам огромное, что смотрели это видео, за оценки и комменты. До встречи, друзья.